Саудовская Аравия хочет провести азиатские зимние игры прямо посреди пустыни. Никакого больше подъема на замерзшие горы в снаряжении тяжелее тебя самого. Никаких ледяных долин, только верблюды, бесконечные пески и солнце, на котором можно пожарить яйцо, если разбить его о металлическую пластину. Давайте разберем одну большую и неожиданную идею. Строительство футуристического горнолыжного объекта в месте, где снег считается редкостью и настоящим событием. Пустынные страны уже пробовали нечто подобное. Почти 20 лет назад Дубай построил собственный горнолыжный склон внутри торгового центра. Можно было купить кроссовки, перекусить, а затем отправиться кататься на лыжах, ни разу не выходя на улицу. В то время это поразило воображение людей, но по сравнению с проектом Троджена, все это выглядит крошечным. Это не крытая аттракция для галочки. Это часть плана стоимостью около $500 миллиардов, цель которого – вырезать полноценную зимнюю зону в пустынном регионе, прямо среди настоящих гор. Троджена расположена на северо-западе Саудовской Аравии, в горной местности с острыми хребтами и длинными пустынными промежутками между ними. Это лишь один элемент куда более масштабной стратегии под названием «НЕОМ» – плана по строительству новых городов и курортов по всему этому региону. Вся территория относится к пустынному поясу Аравийского полуострова, где населенные пункты находятся далеко друг от друга, а большую часть пространства занимают камни, песок и небо. Климат здесь крайне суровый. Летом температура днем превышает 38 градусов Цельсия, 100 градусов по Фаренгейту. И к полудню жара обрушивается одновременно сверху и снизу, словно тебя запекают. Оставить любой металлический предмет под прямыми солнечными лучами – очень плохая идея. Зимой становится немного легче, особенно на высоких вершинах. Ночами бывает довольно холодно, и иногда на пиках появляется тонкий слой снега. Он выглядит красиво, но долго не держится, тает за день-два, прежде чем ты успеешь сделать фотографии, не говоря уже о катании на лыжах. Возможно, ты задаешься вопросом, но зачем столько усилий ради одного горнолыжного центра? И вот тут начинается самое интересное. Это далеко не просто лыжный курорт. Планируется построить целый зимний город с горнолыжными трассами, отелями, канатными дорогами, жилыми районами, полями для гольфа и даже башней кристаллической формы, высотой примерно с Эйфелеву башню. Площадь Троджены составляет около 60 квадратных километров, а общая протяженность горнолыжных трасс – примерно 30 километров, которые извиваются по горам. Вся идея заключается в том, чтобы превратить Троджену в уникальную достопримечательность, которую люди обязательно включат в список мест, обязательных к посещению. Утром лыжи, днем пешие прогулки, а остаток дня у огромного искусственного озера. Это озеро должно стать главной жемчужиной курорта. Его планируют удерживать с помощью 3 гигантских дамб. Строительство подобного объекта на пустынной скале – крайне сложная задача. Почва может смещаться и пропускать воду, поэтому все должно быть тщательно герметизировано и укреплено еще до того, как озеро вообще сможет существовать. Но даже если весь комплекс будет построен, остается одна деталь, которую нельзя игнорировать. Здесь просто недостаточно естественного снега. Совсем. Поэтому весь проект вынужден полагаться на машины и передовые технологии для производства снега. Снегообразующие установки работают, распыляя холодный воздух, который превращается в мельчайшие кристаллы льда и покрывает склоны. Это работает, но солнце в этом регионе быстро прогревает почву, из-за чего снег может размягчаться или таять, если его постоянно не обновлять. Кроме того, такие машины потребляют огромное количество воды. Поскольку в этом районе нет естественных озер или рек, план НЕОМ предусматривает подачу опресненной морской воды с побережья Красного моря
и транспортировку пресной воды по трубопроводам и хранилищам во все зоны проекта, включая горные районы. Для этого нужны протяженные трубопроводы, мощные насосы и стабильное электроснабжение, чтобы системы не выходили из строя в жару. И даже при всем этом температура воздуха все равно должна быть достаточно низкой, чтобы снег формировался нормально. Если слишком тепло, машины могут работать сколько угодно, но снег просто не будет удерживаться. Поэтому инженерам приходится тщательно изучать склоны, определяя, какие участки остаются более прохладными, а какие слишком быстро нагреваются. Все это требует колоссального количества электроэнергии. Предполагается, что она будет поступать из возобновляемой энергетической системы NEOM, включающей солнечную и ветровую энергетику, а также накопители энергии. Солнечная энергия кажется идеальным решением, ведь солнце здесь светит почти каждый день. Но есть подвох. Солнечные панели любят свет, но не экстремальную жару. При сильном нагреве они вырабатывают меньше энергии. И именно в тот момент, когда снежным пушкам больше всего нужна стабильная подача электричества. Так что то же солнце, которое делает регион идеальным для солнечной энергетики, одновременно может снижать ее эффективность в самый неподходящий момент. Все эти факторы показывают общий замысел проекта, но вопрос о том, как укоренить все это в условиях непредсказуемой жары, заставляет инженеров работать на износ. И сложности начинаются уже с самой почвы. Подвижный грунт или скальные породы могут задерживать строительство или вынуждать к пересмотру проектов. Есть и проблема расстояний. Место строительства находится далеко от крупных городов, а значит, доставка материалов в Траджену требует перевозки тяжелой техники через километры пустыни. Даже при наличии хороших дорог логистика остается медленной и сложной. Проект такого масштаба требует огромного количества рабочих, специализированной техники, продвинутых систем охлаждения и постоянного контроля всех процессов. Даже при гигантском бюджете неожиданные проблемы неизбежны. Мы уже видели задержки в других частях NEOM, и Троджена может столкнуться с теми же трудностями. Это не значит, что проект обречен на провал. Это лишь подчеркивает, насколько сложно построить нечто подобное в месте, которое по своей природе совершенно не предназначено для этого. Когда складываешь все элементы воедино, становится ясно, почему Траджена может оказаться одним из самых амбициозных проектов в истории. Но как насчет других инженерных чудес, которые сначала тоже казались невозможными? Плотина Три ущелья в Китае – один из таких примеров. Она протянулась более чем на 2300 метров через реку Янцзы и возвышается выше статуи Свободы. Ради ее строительства инженерам пришлось переселить более 1 миллиона человек и затопить целые долины. Когда плотина начала работать, она стала крупнейшей гидроэлектростанцией в мире, снабжая электроэнергией миллионы домов и защищая города ниже по течению от разрушительных наводнений. Другой пример – мост Гонконг-Чжухай-Макао. Это один из крупнейших морских переходов в истории и самый длинный морской мост в мире, протяженностью почти 55 километров, соединяющий Гонконг, Чжухай и Макао. При его строительстве инженерам пришлось бороться с большой глубиной, интенсивным судоходством, штормами и сильными течениями. Они вбивали гигантские сваи в морское дно, создавали искусственные острова и даже построили подводный тоннель, чтобы крупные суда могли проходить над ним. Целью было дать автомобилям и автобусам возможность пересекать море за одну поездку, а не пользоваться паромами. Когда Катар принимал чемпионат мира по футболу, ему пришлось решать серьезную проблему жары. Летняя погода там делает пребывание на улице крайне тяжелым, не говоря уже об игре в футбол. Чтобы защитить игроков и болельщиков, инженеры создали систему охлаждения под сиденьями внутри стены вокруг поля, которая нагнетала холодный воздух и снижала температуру на всем стадионе.
Охлаждать такое огромное открытое пространство значительно сложнее, чем обычное здание. Тем не менее, им удалось превратить этот гигантский раскаленный котел в нечто, больше похожее на кондиционируемую арену. Все эти успешно реализованные грандиозные проекты показывают, что списывать Троджену со счетов пока рано. У нее есть несколько серьезных преимуществ. Колоссальный бюджет, полная поддержка властей и сам НЕОМ, который создается для обеспечения проекта дорогами, энергией и рабочей силой. Успеют ли они завершить строительство к зимним играм? Вопрос открытый. Но если у них получится, Троджена вполне может стать одной из самых известных туристических точек на планете. На этом все на сегодня. Если мы удовлетворили ваше любопытство, поставьте лайк видео и поделитесь им с друзьями. А если хотите узнать больше, просто нажмите на эти видео и оставайтесь на светлой стороне.